Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Как вы все знаете, 20 марта в 03:06 по Гринвичу у нас произошло великолепное событие ежегодное, которое называется «Весеннее равноденствие». И сегодня мы будем смотреть расклад в 3 вариантах. Первый, второй, третий, в котором попробуем узнать, в каких энергиях вы находитесь, вообще какая у вас сейчас отправная точка. Что в вашей жизни расцветает, что наконец-таки выровнялось, что достигнет апогея к апрелю месяцу, к маю месяцу, и что в конце концов завершится в июне. Поэтому нажимайте в тайминге на ту колоду, которая вам нравится больше. Это Таро Тота, первый вариант. Второй вариант Таро Мета посланий. Третий вариант Аркус Арканум. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Будет у нас всего лишь с вами 6 карт. Так, раз. И еще достанем рекомендацион от мотивашек. Итак, первый вопрос. Отправная точка. С чего сейчас началось вот это весеннее равноденствие? Что там внутри происходит? И у нас любовники. Собственно, я бы сказала, что, в общем-то, помимо того, что вы сейчас находитесь в абсолютно нормальном состоянии, у вас есть и люди, с которыми вас что-то объединяет, и какие-то дела очень важные, с которыми вы нашли контакт, или сейчас находитесь на этапе нахождения контакта. Ну а если говорить об отправной точке, то отправная точка вашей весны, ближайших 3 месяцев, это, безусловно, все, что касается любви, отношений, брака, семьи, заключения каких-то договоренностей, достижения мира внутри себя и так далее. Что в вашей жизни расцветает? Расцветает в вашей жизни, вероятнее всего, какая-то борьба, какая-то ваша идея, или, может быть, это не одна идея, несколько идей. Расцветает вот уровень ваших амбиций и мотивации к достижению. То есть вы будете стремиться добиться своего, занять какие-то лидирующие позиции в своей карьере. В том числе, может быть, у кого-то здесь очень важный сейчас наступает в жизни этап, когда вы ведомы какой-то светлой идеей, какими-то, может быть, приятными чувствами или жаждой новизны, жаждой открытия, жаждой победы, ринетесь во весь опор в какой-то путь. Кого-то здесь ждет тема, связанная с поездками, командировками, а кого-то здесь ждет история про укрепление ваших жизненных позиций и того, что вы все в своей жизни будете держать под контролем. Все это будет двигаться ровно в ту сторону, которую вы себе в своей голове нарисовали. Что в вашей жизни выровнялось? Что сейчас находится в позиции равновесия? Смотрите, какая красивая история про интуицию. Для мужчин и женщин здесь выровнялось какое-то интуитивное представление о мире. Выровнялся какой-то внутренний баланс, понимание вообще природы вещей, сути вещей, понимание о себе самой или о себе самой. В том числе для мужчин здесь очень важная история такая, что выровнялась в вашей жизни какая-то тема, которая была долгое время вам непонятна. Может быть, эта тема была связана действительно с женщиной. Может быть, здесь история была про то, что кто-то строит отношения все-таки и встретит женщину какую-то, которая вот совершенно как-то не вписывалась, может быть, в вашу жизнь. Какая-то такая неземная дама, которую вот вы встретили в реальной жизни и связали с ней свою судьбу, так сказать. А для женщин здесь, безусловно, история рассвета своего внутреннего женского самосознания. Вот такая тема, что сейчас вы как никогда находитесь в самом рассвете своих внутренних ресурсов. Вы женщина, которая может не просто передавать какие-то
важные очень знания, состояния, чувства, эмоции другим людям, которые готовы к познанию этих вещей, которые вот есть у вас, которыми вы владеете. Но и еще здесь история, безусловно, про то, что вы цените материю. Да? То есть в вашей жизни, с одной стороны, выстраивается какая-то такая сбалансированная ситуация в отношении того, чем вы владеете, чем вы распоряжаетесь. Это деньги, какие-то другие вещи. И то, как вы воспринимаете вообще мир для себя, выстраивается история, что я сохраняю внутри себя покой, я не стремлюсь ни с кем ссориться, не стремлюсь никому навязывать свою волю, свою какую-то точку зрения. Я живу вот исключительно в рамках каких-то своих законов, и мне это нравится. То есть выстраивается какая-то все равно внутренняя феминная составляющая. Что достигнет апогея к апрелю месяцу в вашей жизни? Что вот прям подойдет к какому-то рубежу? И опять у нас история про женщину, да? То есть тема благополучия, благосостояния достигнет апогея к рассвету. Какие-то, видимо, многие из вас получат первые такие значительные успехи, результаты. У кого-то здесь устаканится действительно тема отношений и семьи, брака. Как-то придет вот не то чтобы в тонус, а, наверное, практически вы сможете почувствовать себя, что вы либо женщина, которая находится в отношениях, либо вы мужчина, у которого есть женщина. То есть как-то вот почувствуете свою эту роль хозяйки своей жизни. Либо если вы мужчина, опять же, почувствуете, что женщина, которая рядом с вами, это та самая хозяйка Медной горы, которая своим присутствием дает вам возможность ощутить благополучие и все, что с этим связано. Ну и, конечно же, здесь финансовые вообще жизненные вопросы, все придут в какую-то норму, и у многих людей доходная часть как раз-таки к апрелю месяца будет приносить вам массу положительных результатов и удовольствия. Что достигнет апогея к маю месяца? К маю месяцу, что достигнет апогея в вашей жизни? Удовольствие, исполнение каких-то желаний, счастье, ощущение полноты жизни, ощущение того, что все вокруг и внутри вас бьет ключом. Вот это вот ощущение какой-то роскоши, что все так классно, и слава богу, что оно так и есть. Вы будете чувствовать себя человеком абсолютно заметным, абсолютно востребованным во всем. Будете ощущать, что все в вашей жизни складывается настолько хорошо и прекрасно, что, наверное, это самое лучшее, что могло вообще в принципе случиться. Что завершится в июне месяце? Вот когда мы подойдем к дню летнего солнцестояния, что у вас закончится, что начнет потихонечку из вашей жизни исчезать? Это какие-то, наверное, привычные вам сегодня условия вашей работы или условия вашей жизни, то есть какая-то система. Какая-то тема про то, что вот есть сейчас в вашей жизни какая-то ситуация, или, может быть, сама по себе жизнь, может быть, здесь для кого-то закончится дом, в котором вы живете. Закончится, потому что должен родиться какой-то дом другой. Может быть, другой в буквальном смысле, вы будете думать о том, где вам жить в новом месте. Может быть, здесь история про то, что кто-то в июне месяце начнет делать какие-то шаги по ремонту, косметическому или капитальному. В общем, здесь закончится какая-то привычная вам история, вот, с которой вы хорошо знакомы, в которой вам очень комфортно, в которой у вас много было приятных минут, много удовольствия и так далее. Вот эта история будет завершаться и будет рождаться все-таки что-то новое. Вот. Ну и рекомендацион для этого промежутка времени. Посмотрим для вас, что у вас там мотивашки вам говорят. А они нам говорят вот что. Щедрый мужчина. Самый щедрый мужчина. Одарит и любовью, и подарками, и заботами. Еще и руки растут откуда надо. То есть рекомендацион здесь для мужчин однозначно быть щедрым, делать какие-то комплименты своей женщине, заботиться о ней, заботиться в том числе о себе, предпринимать какие-то действия по приведению своего дома в порядок. Если мы говорим о женщине, то у вас впереди, видимо, судя по всему, вот именно такой мужчина, с которым вы будете чувствовать себя действительно женщиной избранной и уважаемой со всех сторон. Вот какая-то здесь такая тема. Может быть, тут, кстати, может и не буквально мужчина у кого-то в контексте любовных отношений. Может быть, здесь руководитель просто или ваш бизнес-партнер, ну или женщина-руководитель, бизнес-партнер, с которым вы будете делать какое-то совместное дело и получать и похвалу за результаты своей работы, и, безусловно, какие-то деньги в виде вознаграждения.
Такая история, ребята. Поэтому я вам желаю всем удачи, успехов, и все в вашей жизни складывается, как вы хотите. Приходите к нам учиться. Для покупки мотивашек пишите нам в Телеграм, ВКонтакте, указанные под этим видео. Ну, а мы переходим дальше. Второй вариант. Все, кто выбрали второй вариант, всем привет. Смотрим ваше весеннее равноденствие. Что же у вас здесь уже запечатлелось внутри и снаружи? Какие у вас здесь будут интересные истории и события? Итак, отправная точка. Какая-то текущая энергия и вообще отправная точка, чего начинается ваше равноденствие, с чего оно началось. Туз жезлов. Однозначно отправная точка – это новая жизнь. Это хорошая работа, это ощущение, что в моей жизни наконец-таки появились какие-то интересные мне возможности, то, что я долго ждал, то есть какое-то ваше разочарование, опустошение, какие-то очень стесненные условия жизни, они здесь, судя по всему, завершаются, потому что наконец-таки появляется какой-то просвет. Ну и нужно сказать, что вы сейчас находитесь в таком состоянии, которое можно назвать энтузиазм, бодрость, жажда каких-то действий, ожидание весны, ожидание каких-то удивительных событий и так далее. То есть новизна. Вот это правит сейчас бал в вашей жизни. Что расцветает в вашей жизни в это весеннее равноденствие? И у нас тут башня, хухо. Ну, смотрите, точно расцветает, видимо, по восходящему солнцу что-то новое. Расцветает еще какая-то неприятная такая ситуация, связанная с внешними какими-то событиями. События вокруг вас, судя по всему, будут серьезным образом накаляться. И именно эти события вынудят вас как-то поступить иначе, каким-то способом, который вы изначально не планировали. Здесь, с одной стороны, расцветает внутри вас вера в то, что вы сможете справиться с этими сложными жизненными какими-то катаклизмами, может быть, кризисами, может быть, у кого-то здесь вопросы недвижимости как-то остро сейчас будут стоять весной, что вы разберетесь с этими вещами и сможете найти из них какой-то выход. Ну и, безусловно, раз уж у нас вышел 16-й аркан башни, карта это говорит, конечно же, о том, что многие из вас для себя получат какое-то буквально божественное откровение, которое очень многое изменит в вашей жизни, прежде всего изменит внутри вас и покажет, наверное, вам какую-то вашу собственную жесткость, косноязычность, может быть, какое-то, знаете, устаревание, и даст вам возможность обновить вокруг себя в буквальном смысле все. В общем, какие-то здесь будут перемены весной, когда все поменяется. Все, что неправильно работало, все, что не работало, какие-то люди, события, ситуации, которые вам не подходили, вот они из вашей жизни как-то очень быстро испарятся. Что сейчас в вашей жизни выровнялось в контексте этого весеннего равноденствия? Конечно же, выровнялась здесь близость, эмоциональная близость, духовная близость, какая-то связь с близкими вам людьми и, самое важное, связь с местами, в которых вы когда-то давно были. И снова хотите там оказаться, но понимаете, что это будет не сегодня и не сейчас, а пройдет очень-очень много времени. В общем, здесь выравнивается история с вашим прошлым. Ваше прошлое становится далеким, очень теплым, трепетным, обожаемым вами. Вы помните о нем, но вы не стремитесь пока в настоящий момент времени как-то к нему возвращаться. Будете воспоминания какие-то в своей голове прокручивать, просматривать приятные именно моменты, вспоминать, будете кому-то рассказывать об этом, но будете при этом все равно сидеть на месте. Здесь выровнялась история вообще внутренняя какая-то, ощущение умиротворения и покоя. Вот. Что достигнет апогея в вашей жизни к апрелю месяцу? Что достигнет апогея, рассвета? Принц жезлов. Подготовка к каким-то глобальным действиям с вашей стороны. Видимо, если мы здесь входим на тузе жезлов, принц жезлов тут нам говорит, что к апрелю месяцу вы будете находиться в состоянии всеоружия и будете ждать какого-то буквально последнего сигнала, предложения, не знаю, какого-то, в общем, сигнала со стороны, который точно скажет вам, что вот теперь я должен действовать.
уже все к концу апреля в вашей жизни будет готово либо для какой-то поездки, либо для какого-то рывка. Прям вы уже четко будете понимать, что вы будете делать дальше и с чем это будет связано. Если у кого-то вдруг из вас во втором варианте стоит тема про работу, то, скорее всего, к концу апреля вы будете находиться буквально в 5 минутах от получения какого-то очень выгодного предложения о работе, может быть, даже подписания каких-то договоров и контрактов. Что достигнет апогея к маю месяцу? Что достигнет апогея к маю месяцу? И опять у нас тема про какие-то поездки. Колесница. С одной стороны, поездка, какой-то триумф воли, самодисциплина. С другой стороны, это все-таки тема такая немножечко воинственная. Поэтому я думаю, что в вашем конкретном случае к маю месяцу апогея в вашей жизни достигнет ваша целеустремленность, ваше упрямство, ваши знания о чем-то или ваши знания в чем-то, ваши возможности по применению этих знаний в каких-то областях вашей жизни. То есть здесь созреете внутренне вы. Вы прежде всего будете готовы к какой-то битве, к какой-то борьбе, к какому-то движению вперед. Вы будете человеком бесстрашным, который ничего не боится, который точно знает, что нужно делать и почему. И самое важное, который точно знает, что мне это принесет в будущем. Вот какая-то здесь такая очень интересная складывается история. Может быть, кстати, раз уж у нас тут принц жезлов и колесница, к апрелю месяца, может быть, какой-то человек в вашей жизни будет ждать разрешения куда-то поехать, а в мае месяце вы уже с этим человеком встретитесь, потому что он приедет куда-то, или вы поедете к этому человеку. В общем, какая-то здесь в том числе будет встреча, потому что, безусловно, шестерка кубков про выравнивание говорит в том, что в этот весенний период, в день весеннего равноденствия, и вот в эти 3 ближайших месяца выравнивается в вашей жизни ваше прошлое. Прежде всего, прошлое семейное, где есть вы и члены вашей семьи. Что завершится в июне? К дню летнего равноденствия, летнего солнцестояния, что завершится из всех этих процессов, что подойдет к концу? Наверное, научение, я могу так сказать, жить в каких-то новых нестандартных для себя условиях. Во-первых, однозначно к июню месяца завершится какая-то ситуация, которая очень сильно вас расстраивала, ситуация, которая лишила вас какого-то безопасного мира. Это очень переходный этап в этой 5 кубков изображен. Да? У нас астероид попадает в этот челленджер и разбивает этот челленджер, пока космонавт находится в открытом космосе. И теперь надо как-то понять, как же мне выжить, что же мне сделать. То есть это такое символическое прощание с прошлым, какие-то экстраординарные какие-то события. Вот, поэтому к концу июня в вашей жизни завершится история переживаний, история того, что вы привыкали к какому-то новому, не знаю, месту, к новой ситуации, к новым людям, как-то учились, наверное, отпускать все, что вы утратили, учились справляться с какими-то переживаниями. Да и сами переживания, равно как и разочарования в вашей жизни к июню месяцу тоже завершатся. Ничего этого не будет, там все будет совершенно уже как-то по-другому. Ну и рекомендацион от мотивашек. Посмотрим, что нам говорят мотивашки для вас. И у нас выходит вот такая красивая карточка. Все, что тебе сейчас нужно, общение с теми, кто искренне тебе рад. Нет таких, не грусти, наслаждайся жизнью, и они появятся. То есть мотивашки призывают вас ограничить свое общение только тем кругом лиц, который действительно к вам расположен, от кого вы чувствуете приятные эмоции, поддержку. Не стоит вступать ни в какие контакты сомнительного рода. Не стоит ни с кем, наверное, конфликтовать, поддаваться на какие-то провокации в том числе. Не переживайте о том, что вы, может быть, даже сейчас один и не с кем общаться. Наслаждайтесь собой, да? Наслаждайтесь собой, и когда вы расслабитесь, когда вы перестанете беспокоиться, в конце концов, в вашей жизни появятся такие люди, с которыми вам будет очень хорошо. В общем-то, 6 кубков как раз и говорит о том формате выравнивания, что в вашей жизни выравнивается прошлое, в котором вы будете чувствовать себя прекрасно. Вот такая у меня получилась история. Ребята, я вам всем желаю счастья и удачи. Мотивашки можно купить, написав нам в описании, в контакты, которые в описании к видео находятся. И, конечно же, приходите к нам учиться. Пока-пока. Так, вариант номер 3. Смотрим вас. Вот у нас тут какие выпали красивые карты.
Еще надо подождать чуть-чуть, говорит третий вариант. Немножко подождем, что-то здесь покумекаем, приведем себя в порядок, полечимся чуть-чуть. Скоро все будет хорошо, не надо торопиться, бежать не надо. Никуда не надо бежать, надо сохранять спокойствие. Итак, третий вариант. Поехали. Отправная точка вашего весеннего равноденствия. Вот в каком состоянии внутреннем вы сейчас находитесь и что в вашей жизни в эти дни сейчас включилось. И у нас выходит рыцарь жезлов. Ну, во-первых, я бы сказала, главная отправная точка – это ваша карьера, это какая-то самореализация, это любые документы, которые связаны с управлением транспортными средствами, это вообще возможность куда-то ездить, куда-то перемещаться, вообще возможность иметь то, что вы хотите, это возможность добиваться своего, быть каким-то сильным, напористым и не видеть перед собой никаких препятствий, ну а также и возможность обходить эти препятствия. Вы в достаточно активном состоянии, я так думаю, что находитесь вы не очень, может быть, для себя комфортной среде, потому что этот рыцарь жезлов у нас в таком очень, ну, каком-то интересном месте пребывает, судя. Либо у вас такие закаты постоянно, вот такие вот яркие, сочные, либо место, где вы находитесь, потенциально очень какое-то вот огненное, очень огненное, какое-то вот напряженное, какая-то там формируется напряженная такая достаточно обстановка, может быть, ввиду нестабильности вообще нашей жизни вот в текущее время в любой стране мира более-менее, которая вот находится в окружении каких-то странных государств, здесь раскрывается какая-то история про потенциальную какую-то воинственность, да, потому что люди у нас что-то в последние несколько лет прям сошли все массово с ума, и все хотят войн и крови. Вот какая-то здесь такая история, отправная точка. Что в вашей жизни расцветает в это весеннее равноденствие? Что сейчас расцветает? Расцветает успех, безусловно. Тройка жезлов говорит, что расцветает какая-то командная работа, расцветает возможность добиваться своих каких-то целей, какие-то здесь вещи, связанные, опять же, с местом жительства. Для многих людей расцветают возможности, я не знаю, купить какую-то недвижимость или накопить на нее деньги, получить какие-то подтверждение о том, что вы будете работать. В общем, все, что касается темы расширения вашей зоны влияния, укрепления в том месте, где вы находитесь, будь это ваша работа или это просто ваша жизнь, ваши отношения. Здесь какой-то рассвет внутренний, расширение самосознания и активная вот такая внутренняя потребность идти вперед, потому что вау, классно, у меня получается, какие-то первые результаты, я хочу идти дальше. Вот. Что в вашей жизни выровнялось сейчас в это весеннее равноденствие? Что выровнялось? Переживания. Вот все переживания как-то вдруг, наверное, для вас потеряли свою остроту и актуальность. Да, где-то еще внутри у вас периодически может болеть, но так или иначе вы уже чувствуете себя комфортно, вы обрели контроль над своими эмоциями, над своими чувствами, вы лучше понимаете причину своих переживаний и можете сохранять абсолютно невозмутимое какое-то отношение к любым каким-то эмоциональным волнениям. То есть уже есть на что опираться, уже есть чему учиться, уже есть как контролировать вообще себя и ситуацию. Что к апрелю месяца в вашей жизни достигнет апогея? Давайте посмотрим. И у нас мир завершения. Вот к апрелю месяца в вашей жизни достигнет апогея какая-то ситуация, которая фактически поставит точку в вашей жизни. Вы прошли очень много уже каких-то, не знаю, путей, дорожек. Здесь что-то у кого-то может быть связано с поездкой, с освобождением от любых каких-то
сложных, спорных моментов, от каких-то неприятных ситуаций. Какой-то элемент, может быть, у кого-то взросления, у кого-то элемент того, что жизнь выбросит вас именно на нужную дорожку. У вас начинается очень важный этап к концу апреля, когда вы оцените свою жизнь, вау, какая же она классная была, и теперь я вот на этой волне могу уже двигаться куда-то дальше. В общем, какое-то большое довольство вас здесь ждет к концу апреля. Может быть, кстати, кто-то из вас куда-то поедет, да, может быть, вы будете радоваться и наблюдать, я не знаю, за какой-то женщиной, которая куда-то едет. Вот, но здесь такое ощущение, что будут многие люди как-то вот принимать участие во всем действии, которое происходит в вашей жизни вокруг вас. Вот. Что достигнет апогея в вашей жизни к маю месяцу? К маю месяцу достигнет апогея состояние отдыха. Отдыха, спокойных каких-то неспешных мыслей, какая-то ситуация, когда вы будете просто находиться в кругу либо близких вам, хорошо знакомых людей, с которыми можно комфортно себя чувствовать и вообще чувствовать себя защищенным. Может быть, вы будете находиться в каком-то месте, в котором вы точно знаете, что это место ваше убежище, и там вам ничего не угрожает. То есть какая-то здесь история про, может быть, выздоровление, освобождение от всяких тревог, треволнений, переживаний и такой вот немножко уход от мира, побыть наедине с собой, о чем-то подумать, вообще просто может ни о чем не думать, просто находиться в состоянии покоя. Что завершится в июне месяце к летнему солнцестоянию, что в вашей жизни подойдет к логическому завершению и начнет двигаться уже как-то иначе. Ваше прошлое. К июню месяца ваше прошлое приятное, очень классное, связанное с какими-то близкими людьми, семьей и так далее, завершится в той его форме, в которой оно было. Очевидно, что у вас начнется совершенно новый жизненный этап, когда вся ваша жизнь, и текущая в том числе, останется для вас неким воспоминанием ностальгическим. То есть все будет действовать как-то по-другому, работать как-то по-другому. Вот. Ну и рекомендацион от мотивашек. Что нам говорят мотивашки? Роскошная женщина, такая всегда будет на плаву. И все, кого она любит, тоже. То есть для женщин однозначно рекомендация чувствовать свою внешнюю красоту, чувствовать свой успех, не стесняться, не бояться проявлять свои амбиции, бежать там за деньгами, позволять себе очень многое, любить себя со всех сторон. Ничего не бояться, потому что вы точно будете всегда на плаву. И второй момент, те люди, которых вы любите, вот она ваша семья в том числе, это тоже те люди, которые будут с вами всегда в очень близком контакте, и те, кто будет иметь через вас тоже, в свою очередь, какие-то жизненные, может быть, финансовые и эмоциональные блага. Вот такая у нас получилась история. То есть кратко про третий вариант могу сказать здесь еще раз в дополнение тот факт, что в вашей жизни уходит переживания всяческие, острота ощущений, слезы, ощущение того, что вот как-то надо добиваться в этой жизни, как-то вот пытаться, может быть, справиться со своими какими-то эмоциями или с людьми, которые делают не то, что вы хотели. Вот как-то вы это все отпустите и скажете по этой карте, да, пусть оно все горит, как говорится, синим пламенем. Уже мне и так будет хорошо. Вот такая история, ребята. Так что я вам желаю удачи и успеха. Для покупки мотивашек пишите нам в контакты, указанные в описании к этому видео. Берегите себя, приходите к нам учиться. До новых встреч и пока-пока.